Москва ток-шоу «Пусть говорят». Вчера в Москве случилась страшная трагедия. Вот этот человек, 29-летний юрист Дмитрий Виноградов, расстрелял 7 своих коллег прямо в офисе фирмы, в которой работал и сам убийца, и его жертвы. 5 человек погибли мгновенно. Один в тяжелейшем состоянии находится в больнице. От рук русского Брейвика погибли Елена Лапшина, Наталья Плеханова, Александр Бирюк, Антон Третьяков, Денис Моисеев. Вот что зафиксировали камеры видеонаблюдения утром 7 ноября. Вот убийца с огромным рюкзаком за плечами запросто проходит пост охраны. Обратите внимание, что охранники мирно беседуют друг с другом, не обращая внимания на подозрительный рюкзак одного из сотрудников. Вот киллер идет по коридору фирмы и заходит в туалет. Вот русский Брейвик выходит из туалета, переодетый и вооруженный. Вот Виноградов подходит к отделу финансов. Обратите внимание, что от винтовки на полу видно зеленое пятнышко. Оружие было с лазерным прицелом. У тех, кто находился в этой комнате, практически не было никаких шансов. Всех их Виноградов убил выстрелом в голову. А вот эти слова убийца разместил в социальной сети за несколько часов до расправы над своими сослуживцами в 5 утра. Я ненавижу человеческое общество. Я ненавижу саму эту жизнь. Я вижу только один способ ее оправдать. Уничтожить как можно больше частиц человеческого компоста. Сегодня в прямом эфире мы поговорим о том, что могло стать причиной этой трагедии и можно ли было остановить русского Брейвика Дмитрия Виноградова. Когда мы думаем, что мы сидим в офисной тиши, и нас здесь ничто не может затронуть, на самом деле это так. Но раз в 5 лет приходит Брейвик Сюков и расстреливает 5 человек. Антон, ну согласись, вот сидит Саша Рыбак из тихой Норвегии, да, где тишина, где чистая вода, где самый высокий уровень жизни в мире. И там есть человек, который не ездит в метро, у которого состоятельные родители, у которого машина, дом, он берет и расстреливает 77, 151 ранен, и вся Норвегия оплакивает. И это главное событие, которое произошло в этой тихой стране вообще за последние 100 лет, кроме Андрей, Нобелевской премии. Саша, между прочим, этому Брейвику, когда идет суд. Вот скажите, много же людей с депрессиями в Норвегии из-за этой тихой очень жизни. маленькая страна. Все мы кого-то знали, кто там погиб. Я вот сейчас вижу, ну, почти то же самое. Больной человек, охрана не соблюдает правила. Только самое здесь главное, я просто очень надеюсь, что люди здесь не сделают ту же самую ошибку, что мы в Норвегии сделали. И это не перед тем, когда человек расстрелял невинных людей. Растиражировали его преступление. А это после того. Я вижу, что почти все, которые знали друзей или семью жертв, они боялись вообще притрогиваться к ним. А мы все были, ой, ладно, наверняка им нужна тишина. Наоборот, нужно сейчас общаться с семьями, с друзьями, нужно заботиться о ними. Именно это сейчас самое главное. Не пробовать. Конечно, нам всем хочется найти, на кого винить. Самое главное просто сейчас заботиться о семье. То есть эта трагедия должна объединить людей, и люди должны посмотреть на себя с другой стороны, да, как мы живем. Вот, вот здесь вот очень, здесь это больной человек. И в Норвегии Брейвик такой же был больной, но он еще идеалист был. И он хотел, чтобы изменить Норвегию, он хотел, чтобы все сразу, как называется по-русски, оборуживались. Саша, он не был больным. Дело в том, что Брейвик боялся, что его признает экспертиза невменяемым. Экспертиза его не признала здоровым, и поэтому он сидит 21 год. Это идеологическое преступление, его манифест на 1000 страницах написан. Да, это правда. У этого тоже есть манифест, знаешь, это такой. Она буквально там страницу занимает, это пусто, никчемно, абсолютно там Я бы даже никакой не идеи называла нету. это манифестом, это просто плач обиженного больного. Тогда главный вопрос вот здесь. Свой страшный поступок Виноградов объясняет неразделенной любовью к Анне Козняковой. И мы пообщались с родными Анны Козняковой. Они уверяют, что девушка только 2 раза ходила с ним в кино. И после этого Дмитрий постоянно названивал ей, писал имейлы, присылал СМС-сообщения.
угрожал, и родственники даже обращались в полицию с тем, чтобы усмирить Виноградова. И Анна Кознякова последние 4 года проживает в гражданском браке с другим мужчиной. Это просто, извините, Александр Рыбак оказался на этом эфире не специально, прилетев из Норвегии. Он просто звонил мне на протяжении последней недели и говорил, что сумасшедшая девушка названивает ему и тоже говорит, что если он не будет встречаться с ней, тоже будет разбираться с ним уже. Спасите Рыбака, защитите его. Не, вообще-то, мне как-то сейчас стыдно, потому что сейчас у меня промо-тур, я песню написал про эту девушку, клип сделал, и для меня это типа шоу-бизнес. А сейчас я понимаю, что, вау, вообще такие вещи могут происходить. Нет, вопрос про то, что на разных уровнях все можно предотвратить, понимаешь? Ты, чтобы успокоить сумасшедшую фанатку, пишешь ей песню и говори, вот это тебе и больше ты от меня ничего не получишь, можно довести вот до такого состояния, если это правда, да, вот как бы. Просто я не понимаю, опять, вот все-таки все про родителей здесь, потому что я не понимаю, если родители ее, она из Израиля, если бы родители ее хотя бы часть этих денег, которые они дают ей, чтобы она ехала в Норвегию, в Швецию за мной по всей Европе, если они часть этих денег бы потратили на психолога, так это бы мне очень бы помогло. Хорошо. Вот вы